Всем привет! Рада приветствовать вас на нашем канале. Сегодня я буду готовить молочные коржики из детства. Такие же нежные, ароматные и очень вкусные. Рецепт простой, поэтому давайте приготовим их вместе. Начинаю с приготовления молочного сиропа. Для этого в сотейнике смешиваю молоко и сахар. Переношу его на плиту и при нагревании добиваюсь того, чтобы сахар полностью растворился. Кипятить молоко не нужно, нагреваем буквально до парения. После того, как сахар полностью растворился, снимаю сотейник с огня и добавляю сливочное масло. Кстати, в рецепте по ГОСТу используется маргарин, но я все-таки предпочитаю использовать именно сливочное масло 82% жирности. Так они получаются намного вкуснее и ароматнее. Перемешиваю массу, пока масло полностью не растворится. Затем переливаю сироп в емкость, в которой буду замешивать тесто. И даю ему полностью остыть до комнатной температуры. Периодически можно его еще помешивать для того, чтобы он быстрее остыл и чтобы не образовалась сверху корочка. Также понадобится одно куриное яйцо среднего размера. Его я отдельно взбалтываю вилочкой. Половину буду использовать для приготовления теста, а все, что останется, использую для обмазки коржиков перед выпечкой. Также к сиропу добавляю буквально щепотку ванилина и щепотку соли. Отдельно смешиваю муку с разрыхлителем. Постепенно добавляю в сироп и начинаю замешивать тесто. Замешиваю сначала лопаткой и потом буду собирать его руками. Слишком долго тесто замешивать не нужно, иначе коржики получатся твердыми. Поэтому замешиваю тесто буквально до однородного состояния. Конечно, мука у всех разная, и ее количество может отличаться, поэтому в процессе замеса теста, если есть необходимость, то можно добавить еще немного муки. По консистенции тесто должно получиться очень мягким и чуточку липким. Я знаю, что в некоторых рецептах вместо разрыхлителя используется пищевая сода, но она придает коржикам такой специфический привкус, поэтому я предпочитаю использовать именно разрыхлитель, но если его у вас нету, то можно заменить и на соду. Как только тесто у вас стало однородным, больше его замешивать не нужно. Вот такое тесто у вас должно в итоге получиться. Оно очень мягкое и легко собирается. Теперь оставляю его в миске и убираю в холодильник буквально на 10-15 минут, чтобы оно слегка охладилось и его было проще раскатать. Сначала присыпаю стол небольшим количеством муки, достаю тесто из холодильника и начинаю его раскатывать. Если хотите, чтобы коржики получились мягкими, то раскатывайте тесто не очень тонко, чтобы толщина его была примерно чуть меньше сантиметра. Если вы хотите, чтобы коржики получились хрустящими, то можете раскатать его и потоньше. Конечно, в результате получится совсем не те коржики, которые продавались раньше, но тоже очень вкусно с чаем или даже со стаканом молока. Размер коржиков может быть абсолютно любым на ваше усмотрение. У меня вырубка 11 сантиметров, и у меня не получится достаточно большого размера. Также их можно вырезать и обычным стаканом, в таком случае они просто будут поменьше. Духовку я уже включила разогреваться до 200 градусов. Остатки теста убираю и затем снова буду его раскатывать и снова вырезать. Вырезанные коржики перекладываю на противень, застеленный пергаментом. Из этого количества теста у меня получается 5 штучек большого размера. Коржики раскладываем достаточно свободно, так как во время выпечки они еще немного увеличатся в размере. Каждую неделю на нашем канале выходят рецепты советских десертов. Настоящая ностальгия по вкусу детства. Подписывайтесь на наш канал, готовьте вместе с нами и делитесь впечатлениями в комментариях.
Смазываю коржики оставшимся яйцом и буду выпекать при температуре 200 градусов примерно 10-12 минут до легкой румяности. Здесь самое главное не дождаться того, пока коржики хорошо зарумянятся, потому что в результате они получатся более хрустящими. Я не скажу, что это плохо, но тогда они получатся немного не такие, какие продавались в столовой. Поэтому, если хотите более мягкие коржики, то советую не передерживать их в духовке. Вот так они выглядят после выпечки. У меня они выпекались где-то 10 минут. Даю им полностью остыть, и коржики готовы. По этому рецепту они получаются просто замечательные, прям как в детстве. Очень мягкие и ароматные. Конечно, не могу сказать, что они мне очень нравились в детстве, так как у них был такой специфический привкус соды, но поверьте, домашний вариант в 1000 раз лучше. С разрыхлителем они получаются более пышные, мягкие и, самое главное, никакого постороннего привкуса. Сохраняйте рецепт, делитесь этим рецептом с друзьями и напишите в комментариях свое мнение об этом видео. Для нас важна любая обратная связь. А на нашем канале каждую неделю выходит новое видео простых, домашних и вкусных рецептов. Обязательно переходи и подписывайся. Ваша поддержка очень важна для нашего канала. Я желаю вам приятного аппетита и удачной готовки! Ну что, приступаем к самой интересной части. Коржики. Советские коржики по ГОСТу. Они продавались, наверное, в каждой кулинарии, в школьных столовых. Где еще они были? В ларечках везде продавались. Да, везде их можно было купить на каждом углу. В любом хлебном магазине прям приходишь, и коржики там с молоком тем же вообще поел, ты уже сыт, и тебе обедать не надо вообще. Ну да, один коржик с молоком, и все, готово. Класс. У меня дома такие коржики были постоянно, потому что у меня мама их просто обожала. Я как-то их не очень любила, уже как-то потом с возрастом начала. А мама мне их просто обожала. И самое интересное, у коржиков есть такой привкус соды был, помнишь? Да. Они были в муке. Иногда могут быть такой чуть соленоватые, но... Ну да, кстати. Еще вкусно с вареньем, если с молоком или с чаем, ну больше с молоком.
нравится. Вот такие коржики сочетаются очень классно. И можно еще с вареньем полить сверху, если дома, то каким-нибудь вкусным, любимым вареньем будет прям вообще. С вареньем, мне кажется, уже будет засладко. Хороший обед. Ты не ел с вареньем? Конечно. Иногда. Но они и так достаточно сладкие вполне, поэтому если уже сильно кто-то любит сладкое-сладкое, да, можно. Или со сгущенкой тоже еще пробовал со сгущенкой, ну и с чаем, потому что уже будет сильно сладко. Я как бы сильно сладкое не люблю, в меру. Такой огромный коржик, он прям с мою ладонь. Одним коржиком можно и наесться. Да. Даже пахнет прям тоже как раньше покупали, как в детстве тоже покупали, вот они также и пахнут. Коржики действительно готовятся очень просто и очень легко, и каждый может повторить их у себя дома. Это очень простой рецепт, поэтому обязательно попробуйте приготовить по нашему рецепту. Напишите в комментариях свое мнение об этом видео, об этом рецепте. И, конечно же, не забудьте подписаться на наш канал. У нас сейчас как раз идет серия советских рецептов, поэтому если хотите вспомнить с детства, попробовать свой любимый десерт, то переходите на канал, смотрите, как его приготовить, готовьте, и все. Сделаешь? Пусть есть. Это очень вкусно. Прям как те коржики, которые были в нашем детстве, реально. С молоком будет просто идеально. Тебе вкусно? Очень. Еще бы.